у женщин-мигранток проблем больше, потому что они женщины, то есть это двойная дискриминация. Меня никто не спрашивал про мое положение семейное, ничего. Вообще ни на одном собеседовании. Но когда женщина ничего не хочет, а ты на нее залез, это тоже не романтично, это тоже не сексуально. Я всегда говорю, что я россиянка. Поступала на эту программу Erasmus Mundus? Какой был процесс? Может быть, немножко расскажи, как это все было, как ты переезжала потом? Вообще процесс поступления был достаточно сложным и долгим. Сложным не в плане самих документов, а в плане вот этой вот постоянной подготовки. То есть это не просто написать мотивационное письмо, а понять, что там написать, как это написать. Это сдать языки. Это ты пришел на экзамен, сдал, но по факту там же за этим скрывается много подготовки, всякие репетиторы, не репетиторы, сдача тестов. Это все длительный процесс, поэтому это было не столько сложно с документами, сколько сложно, как сам процесс. Вот. Ну, собственно, я собирала достаточно стандартный документ для подачи на стипендию в Европе. Это мотивационное письмо, резюме, что там еще было? Research proposal у меня был, то есть нужно было предложить исследование, которое я его так и не сделала в итоге, потому что нельзя было с детьми работать. Ну да ладно. И языки, и 2 рекомендательных письма. У меня было 3, я еще взяла одно, заставила французского преподавателя, такая: вы меня помните? Из Руана. Да, из Руана. Я такая: вы меня помните? Я вот у вас писала про миграцию, вы можете мне написать, пожалуйста, письмо рекомендательное? И он сразу мне ответил, он такой: да, Ольга, я вас помню, конечно, напишу. И все написал. То есть ты начала свою стратегию подготовки к этой магистратуре уже в Руане, когда ты там уже начала изучать миграции? Ну да, это не было такого, что я прям хочу на эту программу, потому что саму программу я нашла позднее. Просто интерес к миграциям у меня был. Не было такого, что мне это вообще не нравилось. Просто был интерес, не как вот какая-то идея фикс, надо это изучать. Был интерес, я готовила по этой теме доклады, собственно, так я решила, что почему бы и нет, почему бы не углубиться. Ну, то есть ты готовилась целенаправленно поступать именно вот на эту программу МИТРа, да. И это был твой основной приоритет, да. И все ради этого? Единственный? Единственный, да. Ты не подавалась на 17 программ? Нет, это очень плохо, если вы поступаете за границу, не делайте так. Но я хотела просто на эту программу поступить. Просто вот у меня... Ну, я подумала, что если я на нее не поступлю, я найду что-то другое, но это будет потом. Мне хотелось прям поступить туда. И, слава богу, поступила, и даже и весьма удачно. Может быть, дашь какой-нибудь мини-совет людям, которые тоже хотят поступить за границу? Я бы, наверное, сказала, что надо понимать, зачем вам учиться. То есть я работала в команде по поступлению за границу, называется «Теплостади». И, наверное, одна из больших ошибок людей, которые поступают за границу, это не понимать, зачем я поступаю, то есть зачем мне учеба. Если вы планируете, не знаю, переехать и закрепиться в другой стране, это, один вариант. Вы выбираете страну, и дальше вы смотрите, как поступить и все такое. Если вам просто нравится учиться, и вы хотели бы получить классную магистратуру, которая вам нравится, смотрите на контент, что там за курсы, какие будут варианты. Если у вас вообще там 3-я цель, я не знаю, у вас молодой человек или девушка живет в этой стране, и вам нужно именно в эту страну, то вообще можно на другие вещи посмотреть, в том числе, например, на платное обучение. То есть обязательно нужно во внимание принимать цель своей учебы за границей. У меня была цель получить классное образование, новые знания и, конечно, попутешествовать, пожить в разных странах и вот этим вот опытом насладиться максимально. И как тебе опыт переезда каждый семестр? Мне кажется, это сложно. Насладилась? Я насладилась. То есть я в восторге от своей вот этой вот траектории, которую я сделала, потому что сначала я училась во Франции. Это отдельный разговор. У нас там было очень много пар про миграции как таковые, про законы, про права беженцев, все такое. Это было очень интересно. В Румынии мне очень понравилась страна. Мне понравилось там путешествовать, потому что мы с одногруппниками проехались по северу Румынии. Было очень здорово, очень весело. Но в академическом плане я немножко была разочарована программой. Мы учились там на французском, в Румынии на французском. В Румынии на французском. Да, окей. Это был шок-контент. И, не знаю, там преподавали то же самое, что я уже учила в бакалавриате, поэтому как таковых новых знаний я не приобрела, только по стране. В Испании мне тоже очень понравилась именно учеба, было интересно пожить, потому что я жила в Андалусии, это другой акцент, это вообще другой, не то что другой испанский, это другой
другое понимание языка должно быть. Просто уточнить, где это находится в Испании, какая часть? В Испании на юге городок называется Гранада, Андалусия. Ты была в это вот Гранаде. регион. Да, да. Знаю Очень такое. мне понравился город, было очень интересно. И мы там учили социальное образование. Такой штуки практически нигде нет, кроме вот Испании. Ну, может быть, где-то есть, я просто не владею всей информацией, но я нигде не видела. Поэтому это было интересно и необычно. У меня еще есть магистратура в педагогике, и это наложилось, и я слушала как раз лекции от испанских преподавателей, уже зная, имея хорошую базу за плечами от нашего, кстати, университета в Московском педагогическом МПГУ, да, государственном университете. И для меня тоже было интересно сравнить, что преподают там, что преподают у нас, как это делают. И мне понравилась вот эта вот квинтэссенция всех знаний, которые я получила. Хотя были и трудности. А как называлась программа? И она двухгодичная, правильно? 2,5 года, но по сути последние полгода мы просто писали диплом. Я писала про инклюзивное образование во Франции, в Румынии и в России. Угадайте, почему? Потому что я училась в этих странах, это было логично. Да. Вот. Тогда 2,5 года, и программа называлась «Проектирование образовательного опыта». Супер, то есть ты как раз можешь работать методологом на проектах каких-то образовательных. Да, по сути, это я магистр педагогики, у меня есть педагогическое образование. Я шучу каждый раз, что если вдруг в этой жизни что-то пойдет не так, и мне нужно будет, не знаю, от всего отказаться и начать все с нуля, я могу хотя бы стать учителем и работать, скажем, по специальности, что в целом, как вариант, мне не то чтобы не нравится, нормально. Я бы поработала учителем, просто сейчас есть более интересные для меня варианты. Какой твой самый классный опыт во всей этой магистратуре, во всех переездах и так далее? Что было вообще незабываемым воспоминанием, впечатлением? Хорошим незабываемым впечатлением или плохим? А можно и то, и другое. Хорошим это была поездка по Румынии, в север Румынии, потому что я очень люблю вот эту вот общность, когда стираются границы между людьми, когда ты больше не та девочка из России и там не тот мальчик из Бенина, а ты Ольга, ты Борис, да, так зовут моего одногруппника из Бенина как раз. И начинается этот обмен взглядами на жизнь, и в какой-то момент я поняла, что мы привыкли делить людей на вот они французы, эти русские, или там россияне, эти, не знаю, испанцы, это какие-нибудь американцы, все такое. Но по факту мы настолько все одинаковые, не в плане, что мы одинаковые личности, а в плане нам важны одни и те же вещи, нам важна семья. Просто мы все по-разному ее понимаем. Кому-то семья — это мама, папа, я, бабушка, дедушка и мои 250 родственников, кому-то семья — это я и мой, не знаю, и мой муж. Это вот наша семья, и мы вместе. Но глобально семья — это такая ценность, которая есть везде. Она вот, абсолютно везде. Это любовь, потому что когда, я не знаю, скорее всего, ты тоже с этим встречалась, что в молодых тусовках, мне кажется, в тусовках постарше тоже об этом говорят, про любовь. Хочется найти человека, с которым тебе будет комфортно, с которым ты хотел бы провести желательно остаток своей жизни, несмотря на то, что эта идея очень такая сейчас осуждается. Но мне кажется, как идея, почему нет? И все по-разному видят мир. И мне кажется, вот в этом обсуждении родилась какая-то моя настоящая внутренняя толерантность. То есть понимание, что по-другому может быть, и по-другому, даже если я так не хочу, даже если я так не могу, это нормально. Для этого человека, вот в его ситуации, это так. Это просто так и есть. И ты не можешь ничего с этим сделать. И это не важно, что он из другой страны. Важно просто, что он сейчас вот так хочет, ему так удобно. И вот эти вот стирания границ, понимание, что мы про одно и то же, мы хотим одних и тех же вещей, мы хотим быть счастливыми глобально. Это мне было очень, очень важно. Друзья, наш проект «Новейшая волна» — это новый проект, который мы только запустили, поэтому нам очень важна ваша поддержка. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, мы будем рады любой поддержке, реакции. Отправляйте это друзьям, рассказывайте о нас. И если у вас есть история, которой вы хотели бы поделиться о своей эмиграции, пишите нам в директ в Инстаграме, подписывайтесь там тоже, мы будем рады вам. Как так получилось, что вот у девочки из Саранска возникли все эти мысли про свободу и про толерантность, и вообще желание посмотреть на мир по-другому, вот эта либеральность? Потому что регионы российские, как мы знаем, не самые либеральные по своей натуре. Да, есть такое.
Наверное, мне в каком-то плане повезло. Мне повезло с семьей. Не то, что мои родители супер какие-то современные, супер либеральные, даже сказала бы наоборот, но мне никогда не запрещали говорить, думать, наоборот, как-то меня подстегивали больше читать, больше изучать нового, и никогда не ограничивали в этом плане, что там вот эту книжку не читай. Наоборот, мама такая, ну прочитай, интересно. Хотя это может быть что-то, что вообще, с чем она не согласна. Потом, мне кажется, надо понимать, что мы росли все-таки и формировались в другое время, закончил школу в 2017 году. Это не то же самое, что закончить школу вот сейчас, и то, что сейчас ходить в школу. И было как-то, мне кажется, свободнее, что ли. То есть и то, что сейчас считается инагентством, то, что сейчас нежелательной организацией, все это можно было читать в свободном доступе. И это как-то тоже повлияло. Но вообще у меня никогда не было идеи учиться за границей и вообще переехать за границу. Наоборот, я всем говорила, я останусь в России. Кто-то же должен это делать. Лицемерность вошла в чат, но и так уж получилось. И в первый раз, когда я прям поехала во Францию просто путешествовать, это сложилось у меня ощущение, что есть что-то другое, оно интересное, оно не лучше, не хуже, оно просто другое, оно интересное, и этим хочется заниматься, это хочется изучать. И потом я поехала на семестр по обмену, и там у нас был предмет, называется критическое мышление. Его преподавал очень интересный мужчина, который нам на всех лекциях рассказывал, что айфоны захватили мир, что Apple это плохо. И однажды он отправляет нам сообщение, соответственно, всем студентам, и там написано «Send from iPhone». Ты такой, упс, бывает. Двойные стандарты. Да, немножко двойные стандарты. Ну, хотя, может, он со своего опыта знал, что это поработило. Но это уже другая история. И там, собственно, мне выпала тема для доклада про феминизм. Нужно было рассказать про волны феминизма, что такое вообще феминизм в целом. И тогда я еще была напичкана вот этими стереотипами о том, что феминистки — это дуры, что феминистки, они вообще не нужны нам, они придумывали какую-то фигню. Раньше можно было не работать, и все было хорошо, а теперь тебе нужно работать. Ну, было такое у меня, и было очень много мизогинии внутренней. Это очень интересно, учитывая, что сейчас я работаю в проекте, который поддерживает женщин, и очень много как раз-таки топлю за женские права, за гендерное равноправие. И тогда я стала постепенно уходить в эту тему, потому что было нужно. Я всем гордо заявляла, что я не феминистка, что я-то вообще-то, я согласна на патриархат, это классно, когда мужчина срабатывает, а ты сидишь дома, готовишь, стираешь, убираешь. Это, мне казалось честно, но надо понимать, что мне хотелось быть хорошей девочкой для всех. И вот постепенно, когда я начала изучать эту тему, я погрузилась в нее достаточно сильно, и в какой-то момент произошло вот этот вот клик, когда тебе, например, подруга что-то рассказывает, я не знаю, какую-то ситуацию из ее жизни, например, не знаю, что-то случилось у нее в метро, и какой-то мужик решил, что можно ее спокойно там по попе взять и, шлепнуть. Типа, стандартная ситуация, бывает такое, понимаете? И вокруг все ей говорят, нет, все, это нормально, ты просто, не надо было надевать юбку, потому что твоя попа в ней выглядит вот так вот сексуально. И вот в этот момент у меня кликнуло, я такая, это ненормально. Какое право он имел к тебе подойти? Так, в общем, с какого перепугу? И вот тут у меня такой прорыв внутренний случился. Я поняла, что все, о чем я читаю, это реально не где-то что-то непонятное, это не зажравшиеся феминистки, это не что-то, что оторвано от реальности, это здесь и сейчас. Сейчас вместо того, чтобы сказать, он урод последний, ты такой, надо было тебе что-то делать другое. Это не должно быть такого. Это было как раз в Руане или это уже было после твоего исследования? Это было в Руане. Это было как раз на семестре по обмену, и тогда я поняла, что мне бы, конечно, хотелось посмотреть на другой подход в обучении, посмотреть на то, как преподают во Франции. Здесь тоже есть свои минусы. Я сейчас не хочу звучать так, что Франция идеальная страна для учебы, здесь все такое свободное, классное, красивое. Нет, вообще не так. Просто здесь, на мой взгляд, для меня меньше минусов. И есть иногда перегибы в таком образовании, но, тем не менее, для меня, человек, который рос и учился в таких достаточно сильных рамках, это казалось глотком воздуха, это было интересно. Ты говоришь о том, что ты хотела остаться в России и топила за это больше всего. В какой момент это поменялось? Я
как бы до сих пор не думаю, что я никогда в жизни не вернусь в Россию. Жизнь такая многогранная, и ты, если ты мигрант, ты можешь вернуться в свою страну, это нормально. То есть это не значит, что у тебя не получилось, просто ты решил вернуться. Это нормально, такое бывает. Возможно, я тоже в будущем вернусь, я пока не знаю. Изначально я, когда подавала документы, у меня не было идеи переехать окончательно и остановиться во Франции и жить тут повседневную жизнь. Мне просто хотелось получить образование. Мне хотелось чего-то другого, чего-то современного, международного, молодежного. Вот этого хотелось. А потом я поняла, что вот после 24 февраля 2022 года я поняла, какие у меня на самом деле ценности, и что ценности, которые сейчас продвигаются, они мне не близки совсем. И я не хочу их продвигать. Я не хочу, в общем, делать многие вещи, которые сейчас в России существуют. Я люблю Россию как страну, я очень благодарна за образование, которое я могла получить, за то, что я училась на бюджете, за то, что у моих родителей была возможность меня обеспечивать. Это все надо тоже понимать, и я не боялась возвращаться из школы домой, это классно. Но на данный момент то, что происходит, мне не подходит. На данный момент я хочу другого, и поэтому я решила остаться. Хотя в целом, если что-то поменяется, я вполне возможно могу вернуться. Пока так, а там дальше посмотрим. Твои родители, они разделяют твою позицию, поддерживают? Вы вообще обсуждаете какие-то неудобные темы? Это очень сложная тема, потому что есть темы, которые мы все разделяем. Ну, во-первых, у меня родители сейчас в разводе. Это то, что случилось, когда я была на магистратуре своей, и еще вдобавок ко всем личным событиям. Тут еще бац, у меня личное событие случилось, и было вообще, сложно было. Но мама у меня, наверное, более такая современная, более либеральная, а папа менее. Я думаю, это частая история в российских семьях, когда мамы как-то проще воспринимают все. Вот, да. С папой мы, если обсуждать... Раньше мы с ним прям ругались. Если говорить по-русски, мы с ним срались на эту тему просто сильно очень. Но в какой-то момент я поняла, что то, что я пытаюсь ему навязать, это мое мнение. Это то, что я думаю. Он не должен думать так же. У него другой опыт. Он рос в другой стране, он рос в СССР, я росла в другой стране, в других условиях. У него свой взгляд на жизнь, у него свой личный опыт, у него свои взгляды, и я не имею права ему говорить, как тебе надо жить. Вообще, кто я такая, чтобы ему говорить, как надо жить. И в какой-то момент, еще там было очень много терапии, естественно, очень много терапии по поводу отношений с папой в детстве и так далее. И в какой-то момент я просто это отпустила, и сейчас, когда у нас возникают какие-то разногласия, я стараюсь в это не включаться, потому что я знаю, мне будет от этого плохо. Я не хочу, чтобы мне было плохо. Я знаю, что это, возможно, как-то порушит наши отношения с ним. А мне важно, чтобы у меня были с ним отношения. Да, политика политикой, но я не хочу, чтобы политика стала причиной того, что я не общаюсь с отцом. Как это? Для меня это не то, что дико, для меня это неприемлемо. Это моя семья. И это то, как раз о чем я говорила в начале. Семья — это одна из важных ценностей практически, наверное, у всех. Вот, и у меня она тоже не на последнем месте, конечно, стоит. Очень понимаю тебя в этом. Да, у меня примерно такая же история совсем вообще. Кстати, к этому хочу сказать, что папа у меня на самом деле, несмотря на то, что он такой больше консерватор, все такое, он меня поддерживает, например, в моем блоге. Я иногда делаю такие эпизоды подкаста, пишу о чем-то, что он вообще не понимает. То есть вот это вообще не для него. Он готов ругаться со мной по этому поводу, но периодически он, например, на свою страницу ВКонтакте репостит мои подкасты, эпизоды подкаста. Про домашнее насилие он, кстати, репостнул. Поддержка. И для меня это было вообще, я такая... Он признал, что домашнее насилие, что это... Я такая, вау! Вот, и он делает шаги в мою сторону, я делаю шаги в его сторону, и вот, сейчас у нас хорошие отношения. Несмотря на все сложности, которые есть в современной России, ты занимаешься сейчас активисткой, феминистской деятельностью, работаешь в организации «Ты не одна». Можешь, пожалуйста, рассказать, чем занимается организация, какая твоя роль, что вы делаете, и какие цели, и что уже сделали, может быть? На самом деле «Ты не одна» как проект существует с 2019, уже 5 лет получается, 2019 года. Я присоединилась только в прошлом году к проекту в качестве пиар-менеджерки. И глобально, так как это проект
который помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, бесплатно. Мы оказываем психологические консультации, юридические консультации. Соответственно, мы работаем удаленно, онлайн, и в этом есть плюс и минус. Плюс в том, что любая женщина, которая столкнулась с домашним насилием, даже если она находится в эмиграции, она может к нам обратиться, и мы психологически можем помочь. То есть деньгами не поможем, вот психологически, пожалуйста, юридически тоже, в целом можем, зависит от запроса. И глобально моя роль — это повышать узнаваемость проекта, это финансирование получать, потому что мы существуем за счет донатов, за счет средств от партнеров, с которыми мы работаем, за счет своего мерча, который у нас тоже есть. Собственно, это вот глобальная моя деятельность. Это основное. То есть то, что мы делаем, это помогаем пострадавшим от домашнего насилия в любых случаях. Все, это то, что неизменно. Параллельно мы делаем разные проекты, вроде... недавно я делала проект, он попал в Forbes, горжусь этим. Про него рассказал Forbes. Называется «Я не сказала да». Это проект про безопасные сексуальные отношения. То есть мы рассказывали про сексуализированное насилие, потому что до сих пор есть, и особенно мужские комментарии, их очень было много, что изнасилование в браке не может быть. То есть если ты вышла замуж, все, это автоматически, это грин-пасс на секс просто где угодно, когда угодно. И несмотря на то, что в целом закон-то защищает женщин, в обществе это есть такой, не то что стереотип, есть такая вера в том, что это нормально. И мы говорим о том, что нет, это не нормально. Надо спрашивать, ты хочешь сейчас секса, тебе сейчас удобно, могу ли я продолжать? И, естественно, это не сексуально, как это можно, это всю романтику разрушит, Но когда женщина ничего не хочет, а ты на нее залез, это тоже не романтично, это тоже не сексуально, извините. И наоборот, мне кажется, сейчас я нахожу парней, которые своих девушек спрашивают, я могу продолжать? То есть тебе комфортно, более сексуально привлекательными, чем те, которые я мужик, я... Да. Вот это вот все. Новая мужская привлекательность. Да. Такая новая сексуальность, мне кажется. Очень... мне нравится, что в Европе, не во всей, потому что я жила в Румынии, я там по-другому немножко. Какая-то эта новая маскулинность, новая, не знаю, какое-то более бережное отношение мужчин к женщинам, это вообще классно, это очень здорово. И все, что мы говорим про красные флаги и грин-флаги, это работает. На моем личном примере работает. Я точно знаю, что сейчас я больше выбираю этих грин-флагов, чем этих красных флагов. И когда мне говорят, все нормально, когда он проверяет твой телефон и контролирует тебя. Да, 10 лет назад я бы сказала, да, так должно быть, это любовь. А сейчас я такая, нам нужна лекция, но если ты не хочешь, я не буду ее проводить. Ты заметила это в Испании и во Франции, да. А в Румынии не совсем? В Румынии я просто по Тиндеру смотрела, я социолог, я хожу везде с такими, знаете, крысиными целями, я это называю, исследую общество. И в румынский Тиндер я тоже пошла в том числе за этим, посмотреть на разницу французов и румынцев. И там, конечно, в Румынии больше таких патриархальных идей, больше идей того, что женщина — это второй сорт. Не совсем так, но... Токсичная маскулинность. Да, такая токсичная очень-очень. Ее больше. Хотя, несмотря на то, что у меня было свидание одно в Румынии, был очень классный парень, он такой прям... Он мне принес цветочек. Да, он был очень милый, он мне показал очень город, у нас не сложилось, но тем не менее, я поняла, что я научилась выбирать, во-первых, нормальных парней. И из всего этого многообразия мужиков, которые я не жената, а у него кольцо на всех фотках. Камон. Я научилась выбирать тех, которые, по мне нормальные, в моем мире нормальные. И для меня это было очень так показательно. Как опыт работы в этой организации, ты не одна, повлиял на твои исследования? То есть ты же занимаешься тоже гендерными исследованиями. Как это замэчилось, может быть? Вообще, изначально, когда я поступала на свою магистратуру европейскую, я хотела изучать детей мигрантов, но потом, соответственно, что-то пошло не так, и я решила, что так как мне интересна женская тематика, я бы фокусировалась на женщинах-мигрантках. И, соответственно, чем больше я в это погружалась, тем больше мне хотелось в этой сфере работать. Плюс я искренне верю, что в России нужен закон против домашнего насилия. Мы за это топим, у нас было много встреч по этому поводу. У нас было очень много мероприятий, направленных на это. Я лично писала многие посты, соответственно, под руководством, с юристами, потому что это важно не только понимать, что это надо, но надо понимать, зачем это надо.
и, собственно, вот за это выступать, за закон против домашнего насилия. И как-то это все схлопнулось в одно. Я поняла, что женщины-мигрантки, вообще женщины, это то, что мне нравится в изучении. Мне очень нравится сейчас изучать вопрос вот 50-50, когда вы живете 50 на 50, в Европе это кажется такой нормой, ты 50% платишь, он 50%. Если вы зайдете в Инстаграм и увидите, запрещенная социальная сеть, в Инстаграм и увидите какие-нибудь рилсы, где девушка рассказывает, что они живут с парнем 50 на 50, то там будет миллион комментариев, что-то типа «все, это что такое, как так можно, а если ты забеременеешь, а если там еще что-нибудь, он у тебя жмет». Тоже видела это. На самом деле я понимаю женщин. Я прекрасно понимаю, о чем идет речь, когда ты должна работать, стирать, убирать, готовить, и еще при этом тебе говорят, что надо 50 на 50 вкладываться, это вообще нечестно, это бунт возникает. Но в Европе другая ситуация. Тут женщина работает, плюс она приходит домой, ей не надо готовить, стирать, убирать, в таком плане, что это не обязанность ее. Конечно, себя поддерживать надо и мужчинам, и женщинам. Но мужчина может спокойно приготовить ужин, и для него это не какой-то зашквар. Поэтому здесь другой подход. И мне кажется, он более... Если не говорю правильно-неправильно, я говорю о том, что он более устойчивый. То есть, если зарабатывает только мужчина, и только мужчина исключительно приносит деньги в дом, он может умереть, он может что-то себе повредить, он может выйти на больничный, он может тебя просто бросить, он может сказать: слушай, я передумал, я тебя больше не люблю, и уйти. Ты что потом делать будешь? Поэтому я топлю за то, чтобы у женщины были свои деньги, и было свое увлечение, это обязательно, это супер важно, на мой взгляд. Согласна. Все, что ты говоришь, я подписываюсь максимально. Что касается вообще вопросов женщин-мигранток, в чем вообще особенности, сложности может быть? Ты изучала это, правильно? Я концентрировала свое исследование на женщинах-цыганках. Это именно в Испании. То есть я изучала и во Франции, и в Испании. Это две разных категории. Испанские цыганки, они уже столетиями живут, не в смысле конкретно женщины, которых я интервьюировала, но цыганская комьюнити живет столетиями в Испании, никуда не двигаясь, в тех же самых деревнях. Поэтому там цыганка, она испанка. То есть у них есть свои проблемы, их много, и там есть дискриминация, но тем не менее, с точки зрения закона, они равны, потому что у них есть испанский паспорт. А если какая-нибудь цыганка, например, из другой страны, которая приехала во Францию, или у нее документов даже нет, все, это совсем другой уровень. Да. Поэтому глобально то, что я поняла за свою магистратуру, и в том числе про женщин, каждый миграционный случай уникален, то есть в каждом миграционном случае есть свои нюансы. То есть если она приехала из Афганистана во Францию, это один разговор. Если она приехала из Ирака, это другой разговор. Если она приехала из Латинской Америки, это третий разговор. И надо вот эти все моменты понимать, надо это учитывать, и это очень сложно. Поэтому можно делать какие-то общие выводы про женщин-мигранток в целом, но при этом важно понимать, что у каждого своя ситуация. Даже вот между россиянами, которые сейчас во Франции, там же тоже много разных ситуаций. Одна приехала, например, по мужу, то есть муж француз, у нее одна ситуация, ей можно работать. Ей можно все, у нас есть такие примеры, ей можно спокойно работать, она может, и это как бы не создает руководителю, работодателю проблемы. А у меня нет французского, соответственно, мужчины, мне нужно другим правилам соответствовать, мне нужно определенный доход иметь, мне нужно определенный контракт иметь. То есть, несмотря на то, что мы из одной страны, мы в одной стране, из одной страны, и мы в одной стране, у нас разные правила. Поэтому вот уникальности такой, у всех есть своя уникальность, но при этом, мне кажется, всем одинаково сложно. Всем одинаково, тяжело проходить через миграционный процесс. Потому что это не два пальца об асфальт. А есть ли вообще разница? То есть, когда мы говорим о проблемах мигрантов, то как будто бы, мы не делим в сознании на пол этой проблемы. Как ты видишь эту? То есть, в чем прямо проблемы женщин-мигранток, а не только мигрантов в целом? Да, действительно, когда мы говорим про мигрантов, во-первых,
нету такого единого стандартного объяснения, кто такой мигрант. В каждой системе мигрант понимается по-разному. И, соответственно, мне кажется, что у женщин-мигранток проблем больше, потому что они женщины. То есть это двойная дискриминация. Ты мигрантка, и ты женщина. Вот в случае у цыганок это тройная дискриминация, они еще и цыганки. То есть там вообще сложная, ситуация. Мне кажется, есть разница между мужчинами и женщинами, потому что в целом, во-первых, я даже недавно об этом писала как раз пост в своем телеграм-канале про декрет, что потенциальная женщина-мигрантка может родить. Работодателю это может показаться потенциальной ситуацией, которая возникнет, он ее не возьмет из-за этого на работу. Во Франции, наверное, это реже встречается, но я же не залезу в голову каждому работодателю, я не могу это узнать. В целом больше стереотипов, что женщина приехала искать себе мужа здесь. Это я приезжаю в Россию, все такие, ну что, ты нашла себе француза? Я устала отвечать на этот вопрос. То есть ты приезжаешь в другую страну, и автоматически почему-то ты должна здесь искать себе мужика. Ну, везде. Да, везде. По правилам-то. Мужик почему-то не приезжает искать себе, жену. Мужчины приезжают якобы по другим причинам. Но это дискриминационно, честно говоря. То есть это такие стереотипы. Хотя во Франции, опять же, с этим, мне кажется, чуть проще. Даже не чуть, а сильно проще. Вот. И плюс пособие. Считается, что мигранты очень много сидят на пособиях. Откуда возникает пособие? Действительно, если женщина рожает 1, 2, 3 ребенка, она сидит потом дома. Отсюда возникает проблема, что если она сидит дома и муж, например, тоже мигрант или, например, француз, она в менее выгодном положении, то есть у нее меньше денег, у нее меньше экономической стабильности, у нее меньше вообще любой другой стабильности. И когда твои документы зависят от мужчины, это тоже такой вопрос. Да. Это накладывает на себя определенные вопросы. А если что-то случится, он решит, что все. Мне кажется, это была большая проблема для девушек, которые переезжали как раз с парнями на мобилизацию. У меня у самой просто есть подруга, которая переехала во время мобилизации с парнем, а потом они расстались, а он единственный, кто зарабатывал. И, в общем, ей было очень сложно. Надо было строить жизнь с нуля. Да, вот как раз она и, собственно, почему я топлю за то, чтобы женщины имели свой доход независимо ни от чего. Да, это может быть какая-то не работа официальная, full-time, не знаю. Это может быть даже не то, чтобы работа, какие-то консультации дополнительные, что-то, что она может делать, или просто навыки, которые она может применить в любой стране. Вот за это как раз-таки я прям сильно выступаю, потому что это сильно улучшает положение женщин. Прям очень сильно. Кто бы что ни говорил, но деньги — это сильный фактор. Оля, ты создаешь подкаст «Альденте социолог». Как ты пришла к такой идее и какова цель этого проекта? На самом деле, как любой уважающий себя современный человек, современный студент, который приехал в Европу, я решила открыть свой телеграм-канал. Это я сейчас говорю с такой иронией, но тем не менее, мне кажется, создать телеграм-канал — это важно, это прикольно. И в какой-то момент я поняла, что просто телеграм-канал об учебе за границей — это очень, не то что посредственная история, это история, которая интересна только моим родственникам, моим друзьям, то есть тем людям, которые меня знают. А я бы хотела что-то такое более глобальное и поняла, что надо для этого что-то делать. И так мне пришла идея подкаста. Сначала он назывался «Я у мамы социолог», и потом в какой-то момент я поняла, что вот это «Я у мамы», оно немножечко меня уже, как бы это сказать... В общем, я слишком сильно зависела в какой-то момент от мамы, то есть от ее эмоциональной реакции, как она отреагирует, все ли у нее хорошо. То есть эта сепарация, она не до конца была пройдена, несмотря на то, что я уже давно не живу с родителями. То есть я в 18 лет уехала из дома, и вот с тех пор, собственно, уже живу самостоятельно. Я тоже это прорабатывала с психологом, мне казалось, что-то не так в названии, и вот я пришла к названию «Альденте социолог». Почему «Альденте»? Потому что тогда я еще училась, у меня еще не было социологического образования, я такая, будем недоделанным социологом. И плюс темы, которые я поднимаю, они не столько социологические, прям в таком, знаете, чистом смысле социология, они больше около социологические, поэтому тоже вот это вот «Альденте». Как будто бы обсуждать феминизм 50-50, когда вы готовы платить 50/50, это, не то чтобы прям сильно социологическая тема. Плюс я очень люблю читать комментарии в
ВКонтакте, в Инстаграме, в Дзене. В Дзене просто обожаю. Дзен, Одноклассники реже, но там столько просто интересного можно почерпнуть об обществе. Я просто иногда читаю и думаю, господи. Позитивного или негативного? Как ты думаешь? Думаю. Интересного. Так как у нас еще есть в «Ты не одна» Дзен, собственно, который я курирую, я там статьи периодически пишу, я вижу, какая там реакция, я вижу, что на каждое сообщение, на каждом нашем комментарии какой-то приходит обязательно мужчина и говорит, как мы неправы. И все. Это очень интересно, и тоже, опять же, как для социолога, мне кажется это важным, понимать, какие настроения в обществе, кто вообще комментирует и как. И это все тоже как будто бы не совсем про социологию, потому что наука должна быть основана на методах исследований, на количественных методах, на качественных, в моем случае на качественных, на всяких интервью и так далее. То есть, скажем так, прям сильно научного в моем подкасте не очень много. Тут больше такая научная популяризаторская история. И, собственно, подкаст про социальные вопросы, про то, является ли миграция это чем-то хорошим или же это что-то плохое, инклюзивное образование, насколько это реально или это какая-то идеальная история. Потом я еще беру интервью у девушек, которые работают в некоммерческих организациях. Например, у меня есть эпизод подкаста про карьеру в ООН. Там даже 2 эпизода уже сейчас. Они тоже очень хорошо заходят, потому что это такая тема, которую редко поднимают в России. У нас есть несколько блогеров, которые рассказывают об этом, про работу в ООН. Да, там Таня Щербакова есть, например. Она ведет свой канал Brain Drain. Не свой канал, это просто канал, который как одна из основательниц. То есть такие каналы есть, и я вот стараюсь как бы это популяризировать. Она, кстати, Таня Щербакова приходила ко мне в эпизод. 3-й эпизод называется «Карьера в ООН». Про розовые очки мы говорили, про то, как отличается карьера в ООН от обычной, в кавычках, карьеры. Вот в этом, собственно, мой подкаст. И идея также и пришла. Надо растить что-то свое. Во Франции дискриминация запрещена на законодательном уровне, и причем она довольно хорошо сформулирована и прописана, что по всем признакам все там в этом смысле структурировано. Естественно, мы уже обсудили, что дискриминация, тем не менее, существует. Она не повсеместная, не такая, не злостная, но она есть. И как ты заметил, точнее, что ты можешь сказать о том, как французское государство борется с дискриминацией, какими методами, если у тебя есть информация об этом? Тут зависит от разной дискриминации. Вот мне кажется, дискриминация в отношении женщин, она уже достаточно сильно преодолена во Франции. То есть в отношении мигрантов? В отношении мигрантов по-другому. Сейчас я к женщинам чуть-чуть перейду. Вот в России все еще нормально. И мы это поднимали в моем блоге, где одна из комментаторок сказала, что она тоже так раз принимает женщин на работу. То есть она думает о том, что женщина может потенциально уйти в декрет, и она ее не нанимает из-за этой опасности. Выйти в декрет – это естественное право женщины. И надо делать что-то вот с вопросом, что она выйдет в декрет, как сделать ее как бы эффективной. То есть, чтобы компания не потеряла. В общем, это другой разговор. Во Франции такого нет. У меня в команде, получается, 2 женщины сейчас в декрете. Меня никто не спрашивал про мое положение семейное, ничего. Вообще ни на одном собеседовании. Я единственное хочу ремарочку сделать, что все-таки декрет во Франции по материнству, конже матерните, он все-таки меньше, чем в России, и поэтому, возможно, это немножко балансирует ситуацию. Да, это правда. Конже матернель, как называется? Конже матерните. Он меньше, он короче, его можно продлить, но он меньше. Возможно, нам стоит подумать в России о том, как сделать так, чтобы декрет был не только... сейчас декретный отпуск может взять только женщина, потому что только она может быть беременной. А в России? Да, по уходу за ребенком может взять и отец. Практически 50% по статистике, по-моему, ленты, где-то я в ленте читала, почти 50% мужчин в России готовы взять отпуск по уходу за ребенком. Но никто же, практически никто его не берет. Берут в основном женщины. И было бы здорово там первое время, когда ребенку нужна мать на уровне выживания, чтобы она сидела с ребенком. А дальше, когда он уже становится более автономным, может сидеть отец. То есть тогда этот отпуск по уходу за ребенком, он снижается до определенного времени, до 6 месяцев, 7-8. И в таком случае будет гораздо меньше вопросов к женщине, даже если она уйдет в декрет. Вот. А по поводу мигрантов.
Здесь встречаются два фактора. Первый – это внутренняя политика, потому что нам надо защищать своих граждан, чтобы не приехали куча классных специалистов, у французов не было работы. И как будто бы есть уже даже здесь дискриминация на уровне, что тебе нужно иметь какой-то доход, чтобы получить уровень дохода, чтобы получить документ. Вот. Ну, как с этим борется? Никак. Мне кажется, наоборот, это делают специально тяжелее мигрантам, чтобы здесь было сложнее остаться. После всех твоих переездов, после этой эмиграции, как вообще изменилась для тебя концепция дома? Что для тебя дом сейчас? Наверное, дом — это там, где я чувствую себя как дома. Как бы странно это ни звучало, я сейчас уже не чувствую, что мой родной город — это прям мой дом, это мой родной город, место, где я родилась. Из-за личных событий в семье, развод родителей, это все тоже немножко обнулилось, дома больше нет. И вот сейчас, когда я прихожу к себе в квартиру, к себе домой, я такая, я дома. Ну, вот апартаменты, квартиру, которую я снимаю, я там себя чувствую как дома. Я все обставила, как мне нравится. Я там купила всякие примочки, которые я люблю. И я вот, наверное, в первый раз в своей жизни чувствую, что это прям мое место, где мне так комфортно, которое я могу назвать домом. И вот туда же я приглашаю гостей, приглашаю своих подруг, друзей. Наверное, вот так для меня стал дом. Сейчас у меня есть родительский дом, где-то он в прошлом уже, наверное, остался, и дом мой текущий. Вот. Как ты поддерживаешь сейчас связь с Россией? Как общаешься с родными? Может быть, они приезжают сюда? Нет, не приезжают они. Ну, у нас нет такой финансовой возможности. Ну, даже если бы возможность такая финансовая была, я не думаю, что они прям могли бы бросить работу и приехать даже на какое-то время. Тем более я 2 года переезжала, всегда было непонятно, где я окажусь там через 2 недели. Я поддерживаю связь с родителями и с семьей, с бабушкой, потому что бабушке я звоню каждый день. Я из тех людей, которые... Знаете, когда звонок тебе в 7 утра или в 8 утра с бабушкиного телефона, я такая, у меня уже в голове 1000 мыслей, как я беру билеты в Россию, потому что похороны. И я всегда, каждый день я звоню бабушке, спрашиваю, как у нее дела. Если мы говорим о каких-то вещах, типа, я ходила в магазин, я купила макароны, не знаю, колбасу чалковскую, вот это вот все. Все равно я звоню, и мне это важно. Я вот разговариваю с ней. С сестрой я с младшей общаюсь очень хорошо. Мы с ней договорились, что у нас будут уроки английского. Я до сих пор веду английский, готовлю домашние задания, все такое. И как будто это нас сближает. То есть мы проводим время с пользой, плюс обсуждаем какие-то интересные вещи, которые произошли с нами в жизни. С мамой, с папой тоже общаюсь. С папой, наверное, чуть-чуть пореже, в силу того, что он очень занятой человек. С мамой, наверное, тоже сейчас меньше общаюсь. Вот с сестрой и с бабушкой. Прям 2 таких человека, с которыми у меня постоянная бесперебойная связь. Почему ты больше всего скучаешь в России? Хороший вопрос. Я, наверное, скучаю больше всего по тому расстоянию, которое было между мной и родными. То есть, когда ты берешь такси, 15 минут, и ты у бабушки. Когда ты берешь билеты на поезд, 8 часов, да, это как бы много в рамках Франции, 8 часов, но для России немного, и ты в Москве. И вот я, наверное, скучаю поэтому. То есть у меня нет какой-то привязанности к еде, еще к чему-то. Вообще-то, я, наверное, скучаю по Пасхе. Очень люблю Пасху. В Мордовии есть такая достаточно уникальная традиция. Я нигде больше такого не встречала, что ходят дети на Пасху и берут, приходят в квартиру, стучат, говорят «Христос воскрес», им отвечают «Воистину воскрес» и дают яйцо и конфетки. И вот, наверное, вот по этой традиции я тоже скучаю. А так глобально, да, родные, и вот, наверное, вот это вот воспоминания теплые с детства о Пасхе. Есть какие-то, не знаю, привычки или части русской идентичности, которые ты сохраняешь сейчас и которые для тебя важны вот за границей, чтобы продолжать чувствовать себя собой? Наверное, самое главное — это то, что какое-то время мне было страшно, вот говорили про имплицитное чувство вины, мне было страшно говорить, что я россиянка. Страшно ты никогда не знаешь, что может с тобой произойти, особенно когда ты в неизвестной стране тебе. Сейчас я от этого избавилась, я всегда говорю, что я россиянка. Я знаю, что за это может прилететь, но... А что я сделаю? Извините, я родилась такой. Даже не извините, просто я родилась
в России, я россиянка, у меня такой паспорт. Я сохраняю русский язык, потому что я пишу свой блог на русском, и мне это важно. И я стараюсь в речи не употреблять, и там, если я говорю, например, со своими родственниками или с подругами, я стараюсь не быть вот этой вот... зависит от количества details and fabric. Да. Иногда не получается, иногда у меня возникают эти вопросы, слова просто в голове, но я стараюсь максимально сохранять вот эту чистоту русского языка, чтобы не звучать иностранно. Хотя это не всегда возможно. Вот, это, наверное, для меня такие два самых важных. А так, творог, простите меня, но я не ем творог. Иногда я скучаю по гречке, но у меня с собой есть запас гречки, поэтому я ее так периодически подъедаю по чуть-чуть, но так, чтобы сохранялось это ощущение. Но в целом я не чувствую большого разрыва, как раз таки потому, что я разговариваю с бабушкой очень много. Она мне рассказывает все новости, она мне пересказывает все, что смотрела по телевизору, о чем говорят ее подруги. Это супер. Но хотела бы ты вернуться в Россию в ближайшее время? Или, если да, то почему ты не делаешь это сейчас? Сейчас я нашла работу, и она мне нравится, и я чувствую себя здесь хорошо. У меня здесь любимые люди, у меня здесь друзья, все такое. Поэтому сейчас, наверное, нет. В будущем я могла бы вернуться в Россию, я не знаю. Посмотрим, что случится. Посмотрим вообще, как жизнь сложится. Потому что пока я вот в этой точке, у меня нет никаких дальнейших планов. Раньше у меня был план на 3 года, на 5 лет, на 10 лет. Спроси меня 2 года назад, что я делаю, я точно знала, чем я буду заниматься в этой точке. Но, наверное, в какой-то степени Париж так на тебя действует, что ты, и Франция в целом, что ты такой, камон. Как можно не смотреть на жизнь здесь и сейчас, когда здесь так красиво, здесь все такое историческое, здесь интересные люди, и хочется жить в моменте. Хочется вот это вот, что ты будешь делать через 5 лет, как-то уйти в здесь и сейчас, потому что завтра может не быть, а здесь и сейчас оно есть. Вот это ощущение, что завтра может не быть, как-то миграция повлияла на это? И в целом ощущение постоянной неопределенности? Наверное, вообще с миграцией не связано, больше связано со смертями людей. Когда умер дядя у меня в апреле 22 года, я поняла, что это было очень тяжело. Вот сейчас, когда умер друг, для меня это вообще было таким шоковым. Я знала, что такое может случиться, потому что он болел, но ты никогда не допускаешь такую мысль в голове, что он точно умрет. А тут он умер, и я понимаю, что он не хотел. То есть у него столько было планов, столько желаний, столько мечт. И, наверное, я думаю, если, например, если завтра я умру, то я бы хотела прожить по максимуму, естественно, адекватно, чтобы не все подряд пробовать там. Когда говоришь, я хочу жить на максимум, почему-то, часть людей думает, что ты имеешь в виду наркотики, алкоголь, вот это все. Но жить на максимум, это не означает пробовать какие-то запрещенные вещества. Поэтому просто жить, наслаждаться, это классно. На меня так Франция повлияла скорее. Вот эти трагические события плюс Франция. То есть ты сейчас не планируешь ничего глобально на ближайшие годы? Я имею в виду, может быть, ты хотела бы получить гражданство или PhD, или что-нибудь такое? Я хотела бы сделать в дальнейшем аспирантуру, но, скорее всего, не во Франции. Скорее всего, в какой-нибудь англоговорящей стране. В какой пока я не знаю. Возможно, даже не в англоговорящей. Посмотрим. Тоже, наверное, в социологии. Но глобально планов я пока не строю. То есть, учитывая, что статус нужно менять каждый год, не всегда знаешь, что будет послезавтра. Поэтому таких прям супер планов нет. Я думаю, будет зависеть многое от того, от политической ситуации, от моих внутренних желаний, от моего окружения. Потому что если мой молодой человек скажет, что вот для его карьеры сейчас нужно сделать вот это, и это правда будет ему важно, и у меня при этом не будет какой-то супер привязки к стране, скорее всего, я с ним поеду, потому что я его люблю. Поэтому это же нормально. Не в плане нормально следовать за мужчиной, а в плане нормально договариваться о чем-то. И для него это важно. Мне в целом терять нечего, поэтому я поехала с ним. Но пока я не знаю. Пока как есть. То есть гражданство ты не рассматриваешь французское пока что? Я пока не знаю. Пока для меня это... Во-первых, скоро будут выборы. И непонятно, что там будет. Может быть, вообще отменят все эти 5 лет. Может, надо будет 10 лет прожить. Поэтому пока не знаю точно. Пока даже не думала, даже не рассматривала эту тему, поэтому не могу сказать. Может быть, ты хотела бы сказать что-то себе 2 года назад, когда ты только переезжала, чтобы тоже поддержать тех людей, которые переезжают сейчас, для завершения, так сказать? Два разных совета. Себе бы я сказала: Оля, копи деньги.
потому что деньги, правда, нужны, особенно когда ты в переходном этапе от студенчества во взрослой жизни. Как ни крути, деньги это важно, особенно чтобы снять квартиру, переехать, это все. А тем, кто переезжает, честно, у меня даже нет никаких советов. То есть я бы не знала, что сказать. Просто слушайте свое сердце, нет, потому что, иногда сердце говорит вещи, а ты, объективно это будет для тебя очень сложно, это нерационально, и это может закончиться плохо. Поэтому я не знаю, я бы никаких советов не дала. Простите. Я думаю, что ты уже сказала, очень много инсайтов, и это поддержит людей, которые это смотрят. На этом мы заканчиваем этот великолепный выпуск. Дамы и господа, новейшая волна, смотрите нас еще. Оля была с нами сегодня. Ура!